Какие минусы скрывает, казалось бы, идеальный Вроцлав как город для жизни, и за что его невозможно не полюбить. В этом видео мы емко, по фактам, с эмоциями и на личном опыте пройдемся по всем категориям, от жилья и атмосферы до инфраструктуры и лучших локаций. Вроцлав — это город гномов, островов, душевной атмосферы, студентов, иммигрантов. В честь него даже назвали один астероид, а в самом названии присутствует любовь, в прямом смысле. Многие выбирают именно Вроцлав для переезда, и за полгода жизни в нем я поняла почему. Но пойдем по порядку. С жильем нам тут больше, чем повезло. Мы жили просто в лучшей квартире за весь наш опыт переезда в Польшу. Да, это была окраина Вроцлава, но насколько же квартира была светлая, просторная, комфортная и красивая. Она находилась вот в таком уютном ЖК с маленькими домиками, где в каждом было 6 квартир, по 2 на этаже. Тут всегда было тихо и спокойно за счет деревьев и ухоженных территорий жильцов за окном. Даже кладбище никак не смущало. Причем цена аренды получилась самой дешевой из нашего опыта в Польше – 935 евро в месяц. Учитывая, что это Airbnb, а не местные сервисы, где аренда идет по контракту на год и с коммунальными. Ну а район – это моя любовь. Один только минус Лишницы – это час езды до центра. Иногда это надоедало, но мы работаем дома и часто за пределы района не вылазили. Удобно, что рядом находились Lidl и Бедронка, а также Синево, аптека, ресторанчик с вкуснейшими сетами суши, ЖД-станция и красивый парк с озером и замком, который занял пол моей галереи в телефоне. Подробнее весь процесс переезда, обзор квартиры и района смотрите в отдельном видео по ссылке в описании. Кстати, цена на жилье во Вроцлаве не самая дорогая и составляет в среднем почти 14 тысяч злотых за 1 квадратный метр полезной площади. Это дешевле, чем в Варшаве, Гдыне, Кракове и Гданьске. Сейчас на экране вы видите актуальный на август 2024 года средние цены на однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в центре Вроцлава и за его пределами. Цена зависит от района, состояния квартиры и спроса на рынке, который постоянно меняется. Например, летом и осенью он выше за счет приплыва студентов. Если брать краткосрочную аренду на Airbnb, то средняя цена аренды комнаты будет стоить 3000 злотых в месяц, а жилье целиком 4500. С долгосрочной арендой, как всегда, все дешевле. Цены на аренду комнаты стартуют от 800 злотых без коммунальных и дальше уже растут в зависимости от размера и других факторов. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры без учета коммунальных 3000 злотых, а двухкомнатной 4. Это если брать любой уровень ремонта. Что еще важно, так это в принципе попасть на добросовестного хозяина и хорошее жилье. Как это сделать? Легко. Если арендодатель просит оказионайм, значит тут точно все будет хорошо и официально, так как этот документ дает гарантию для обеих сторон. В этом деле я доверяю только Маше и Роме, которые занимаются поручительством. Кстати, некоторые из вас к ним уже обращались. Они делают нотариально заверенное оказионайм в течение часа, без предоплаты и находясь с вами постоянно на связи. Если нужно, могут созвониться с арендодателем и сделать поручительство на его образце. При этом неважно, из какого вы города Польши, экспресс-доставка у них бесплатная. Поэтому если вы сейчас находитесь в поиске жилья, уже его нашли, где оказионайм обязателен, или у вас есть много вопросов по этой теме, пишите ребятам по ссылке в описании. У них есть хайлайт найм оказиональный, там все максимально подробно рассказано. А указав, что пришли от меня, вы получите скидку в 100 злотых. Дешевле вариантов с таким качественным подходом вы не найдете. Атмосфера во Вроцлаве ощущается очень приятная. Во-первых, за счет рек и островов, которых тут много. Во-вторых, благодаря большому количеству ухоженных парков. И в-третьих, благодаря разнообразию районов. Про Лишницу уже сказала, здесь супер колоритно и аутентично в плане архитектуры. Можно медленно изучать улицы и частные секторы, где каждый дом привлекает внимание и впечатляет. В старом городе царит своя атмосфера. Конечно, прогулки тут больше утомляют за счет толп туристов, но все же иногда прогуляться тут можно, чтобы насладиться историческими улочками, красочными домами и местными заведениями. Интереса добавляют сотни гномов, раскиданные по всему городу и особенно в центре. В принципе, многие районы Вроцлава стоят внимания. В Кшиках вы получите одни впечатления, в Шрюдмеще вторые, в Пшеполе третьи, а в Фабрично четвертые. То же самое с микрорайонами. Чем еще славится Вроцлав, так это рождественской ярмаркой. Я лично была в шоке от того, насколько она здесь яркая и, снова скажу это слово, атмосферная. Ну вот такой анимации и аттракционов я не видела больше нигде. Даже в Варшаве ярмарка была поскромнее в сравнении. Печально лишь то, что по качеству воздуха Вроцлав все так же является далеко не самым безопасным городом. И иногда, выходя зимой на улицу, мы прям чувствовали этот горелый запах угля и видели желтый смог. Поэтому важно следить за прогнозом по качеству воздуха и следовать правилам, чтобы лишний раз не сокращать себе жизнь. Ну и обращать внимание на старые дома в округе. Чем их больше, тем хуже.
Что посмотреть, куда сходить и что поделать во Вроцлаве? Начнем снова с островов. По песчаному острову можно спокойно прогуляться, посидеть на лавочке с влюбленными гномами и насладиться видами. Ну а Тумский остров – это, конечно, must visit. На его территории находится главный кафедральный собор с красивой смотровой, ботанический сад Вроцлавского университета, еще один величественный собор, впечатляющий памятник и красочные дома. В старом городе можно начать экскурсию с очевидных, но все же знаковых локаций – площади Рынок и Соляной площади. На рынке вас ждет знаменитая ратуша, один из старейших ресторанов Европы, более 60 ярких доходных домов, безусловно гномы и уютные внутренние улочки в самом центре, куда люди почему-то особо не заходят. Именно на рынке и соседней более уютной площади и проходит рождественская ярмарка. Также в старом городе находятся уникальные дома Гензель и Гретель, скрытая улочка Ядки, где в прошлом были мясные лавки и бойни, и мост Кающихся. Еще одна смотровая площадка на город. На краю старого города можно увидеть величественный Вроцлавский университет, подняться на математическую башню, смотровых площадок много не бывает, пройтись по Хале Торговой и в целом погулять по районам около реки. Из уникальных мест я бы выделила дворы Муралов на улице Рузвельта, улицу с ретро-заведениями на Войцеха Богуславского, залу столетия с красивой территорией, Иглицу, памятник анонимному прохожему и Лишницкий замок, о котором я сказала в начале. Все эти локации, даже больше, мы сняли для вас в отдельном большом выпуске про Вроцлав. После этого видео обязательно его гляньте, чтобы максимально прочувствовать город, его энергию, колорит и атмосферу. Ссылка вас будет ждать в описании. Переходим к инфраструктуре. В плане транспорта во Вроцлаве есть своя фишка – смены маршрутов. Несколько раз я садилась не на тот трамвай, потому что номер был верный, а направление менялось. Поэтому нужно тут быть повнимательнее. По видам общественного транспорта тут есть автобусы и трамваи. Автобусы ездят в дневное и ночное время, а трамваи только в дневное. Обычный билет на 15 минут стоит 3,2 злотых, на 30 минут 4, на 60 5,2 и 7 на 90. Есть также одноразовый билет без ограничений на один вид транспорта, и стоит он 4,6 злотых. Вот столько стоят кратковременные билеты, столько долгосрочные, а льготные в 2 раза дешевле. Кстати, возможность вот так легко в Ягдояде купить проездной на месяцы и даже на год есть, судя по всему, только во Вроцлаве. Обычно для этого требуют документы, и сам процесс чуть посложнее. Билеты можно купить за пару кликов в приложениях, например, наша любимая Ягдояда, в билетоматах на остановках или внутри самого транспорта. Также можно использовать проездной Urban Card. Кроме того, в Вроцлаве есть много ЖД-станций, что может ускорить ваши поездки, если живете на окраине. В плане такси есть Uber и Bolt. Для велосипедиста Вроцлав тоже отлично подходит за счет довольно развитых дорожек и простой системы аренды, которая называется Вроцлавский ровер Мейске. Вам нужно лишь скачать приложение, зарегистрироваться, закинуть 10 злотых в аккаунт и все. Первые 20 минут аренды бесплатные, до часа 3 злотых и дальше по 6 злотых за каждый час. Так что можно ездить бесплатно, просто меняя велосипед каждые 20 минут. Вроцлав в принципе удобно расположен, с него легко добраться на автобусе до Берлина, Праги, Вены и других городов Европы. Движемся дальше. Качество воды. Хорошая новость, оно здесь отличное, соответствует европейским стандартам и даже содержит кальций, магний и натрий. Так что пить воду можно прям с крана, без всяких танцев с фильтрами, но опять же, это если трубы в доме в хорошем состоянии. Проблем с количеством врачей во Вроцлаве нет, о чем говорят 686 страниц предложений на «Знанный лекарь». При этом много специалистов, которые говорят на русском, украинском, английском, ну или хотя бы на чем-то среднем. Именно во Вроцлаве мы нашли просто идеальную стоматологию с украинскими специалистами. Такого качества я не встречала нигде за всю свою жизнь и, наверное, больше не встречу. Клиника называется Dental Health, и я у них полечила буквально все. Все недолеченные у прошлых специалистов кариесы, один проблемный зуб, который меня буквально спасли, и даже поставила здесь имплант. Собственно, спустя полгода после лечения у меня не нашли даже намека на кариес. Вот вам и качество. Мы настолько к ним часто ходили, что это место нам стало как второй дом. Даже после переезда я к ним ездила 2 раза с другого города. Да, их услуги стоят достойно, но с таким качественным и дружелюбным подходом этот факт не расстраивает. Также я ходила к дерматологу, но я не согласна с ее мнением, что акне не лечится полностью, поэтому рекомендовать не могу. Тем не менее, она выписала таблетки и мазь, которые мне помогли, хоть и временно. И еще я была у пульмонолога. Она прописала эффективное лечение ларингита, с которым я столкнулась впервые.
По услугам все так же, специалиста можно искать через Букси или поиск Instagram. Я всегда использую второй способ. Так нашла хорошего колориста из Украины и студию маникюра. Но вот в их качестве не уверена, так как именно после их услуг у меня появилась трещина на весь ноготь, и я полгода ждала, пока она зарастет. Из интересного и приятного у Вроцлава есть свое приложение «Наш Вроцлав». Тут вы можете получать бесплатные купоны на год для похода в аквапарк, зоопарк, гидрополис, театр, бассейн и так далее. Правда, оно подходит только для тех, у кого есть PSL и кто работает и платит налоги в Польше. Да, во Вроцлаве есть много активностей, но особенно хочу отметить Альпашово. Место в часе езды от центра, где можно погулять с альпаками, кормить их и, если повезет, погладить. Для любителей животных самое то. Еда. Самый популярный продуктовый во Вроцлаве – это бедронка. Дальше идут Lidl, Carrefour, Kaufland, Aldi, Tesco и другие. За украинскими продуктами можно пойти в Best Market. Заведений с высокими оценками тут прям очень много. Мои личные фавориты – это пирогарный рынок 26 с обалденной польской кухней, пиццерия Pizza Си, кофейня Макулатура, где можно в том числе купить книги на 3 языках, суши-ресторан в Лишнице, паб под 6 метлами, который заценят все патероманы, еще одно классное заведение в Лишнице с вкусной пиццей и салатами, а еще, неожиданно, с бесплатным мини-музеем ретро-машин. Желтая кофейня с бананами и вот эта уютная кофейня с душевным персоналом. Окей, город весь объездили, куда дальше? А дальше можно поехать, например, в Лигницу, соседний небольшой город с пугающим, но впечатляющим заброшенным госпиталем, уютным старым городом, замком с 5 архитектурными стилями, уютными парками и самым старым частным рестораном Силезии. Ссылка на видео о Лигнице тоже вас ждет в описании. Про другие страны Европы уже говорила, на автобусе добраться легко, а вот на самолете не совсем. Да, у Вроцлава есть свой международный аэропорт и много куда можно долететь напрямую, но все же иногда нужна пересадка в Варшаве. Как, например, это было у нас, когда мы летели расписываться в Грузию. Какие же плюсы и минусы Вроцлава, я бы отметила. Начнем с плюсов. Это крупный город, где всегда есть чем заняться и куда пойти. И что важно, где вкусно поесть. То же самое с врачами. Одна стоматология заслуживает отдельного плюса и причины жить во Вроцлаве. Что еще? Удобное расположение и собственный аэропорт. Хорошее качество воды, ну, если верить статьям, душевная атмосфера в отдаленных районах и бесконечно бурлящая в центре. Здесь много ухоженных парков, а также международных корпораций, и, в принципе, рынок труда постоянно развивается, а безработица составляет всего 2%. Также Вроцлав – это город студентов, причем один из самых крупных в этом плане в Польше. Как я сказала, тут просто купить долгосрочный проездной, а еще комьюнити наших здесь очень большое, и найти человека по духу не очень сложно. Минусов меньше, но они могут быть решающими. Во-первых, тут плохое качество воздуха. Не исключено, что ларингит у меня развился именно из-за этого. Во-вторых, карту по быту выдают очень долго, ну прям очень, и так в целом по документам. В-третьих, стоимость жизни тут все же одна из самых высоких в Польше, и жилье стоит дорого. Людей слишком много, поэтому пробки тут, конечно, есть, а количество туристов, мигрантов и студентов может изрядно давить. В те же трамваи часто приходилось запихиваться и долго стоять. И сам город широкий, поэтому путь с точки А до Б может занять часа 2. Понятно, что мои впечатления от Вроцлава в чем-то субъективны, поэтому обязательно делитесь своим мнением о жизни в этом городе в комментариях, какие плюсы и минусы вы бы отметили. Для меня лично Вроцлав стал одним из самых любимых городов Польши, где я бы осталась, если бы не несколько «но». Но об этом вы узнаете в следующем видео, которое станет последним переездом в нашей истории. Увидимся совсем скоро. Пока!